Всем привет! Сегодня мы находимся на месте, которое я нашел случайно. Сейчас в правом верхнем углу появится подсказка, по которой можно перейти и посмотреть, как я нашел это место. Чем это место интересное? По этому месту я проходился несколько раз. Раз 6-7, и ничего интересного не мог поймать. А в прошлый раз я зашел и поднял много картечей с Кавказской войны. И также осколки от ядер или от бомб тоже с Кавказской войны. И также заметил, что много на земле и в земле много жженой глины или глина. Мне кажется, это был все-таки казачий пост. Что-то типа дозорной вот такой вышки было. Сейчас я вам покажу фотографии примерно, как это могло выглядеть. Наверху ровная площадка. С левой стороны большой бугор, наверное, была землянка или домик. Прям там глины, прям жженой, прям много. И на конце площадки, наверное, стояла вышка. Сейчас я вам это покажу подробнее. Ну вот, наверху, вот этот пригорок, горка вот эта. Наверху ровная площадка. А вот здесь вот на краю, где у меня фонит металлоискатель и пинпоинтер фонит, много жженой глины, и весь участок этой жженой глины. Мне кажется, здесь стоял домик, а в конце участка стояла вышка. И вот эта западная сторона пригорок весь в осколках картечи и в ядрах разбитых. Вот именно западная сторона, а восточная сторона ничего нету. Вот сегодня я пришел именно на это место. Будем это место сегодня обследовать. Очень интересное место. Да, и это место самое узкое в ущелье. Мы начинаем поиски. Оставайтесь на канале. Вот в прошлый раз я оставлял осколки от снарядов и картечь. Никто не забрал. Сейчас мы соберем все это и положим в рюкзак. Так, копаю возле осколков снарядов. И у меня появилась пуля мини. Сплющенная, в кого-то попала. Да, тут видно был бой, замес был хороший. Картечь попадается. Осколки от ядра. И пуля мини. Да, тут, наверное, был хороший замес в Кавказскую войну. Ущелье, подъем крутой. Смотрим дальше. Так, у меня еще один осколок от ядра. Сейчас я вам покажу. Вот подъемчик, а видно, вот этот бугор они бомбили, вот этот. Сейчас надо будет вот это походить справа, слева, потому что они бомбили вот этот бугор. Интересно, интересно. Попался мне часть изолятора. Проволока вязаная. Столб привязывали. А я думаю, что есть проволока, тянется и тянется. Вот. Уже долго тянется. Метров 50 тянется и тянется. Ну, один провод, я думаю, это была радиосвязь, наверное. Один провод навряд ли было электричество. Интересно, интересное место. У нас 8:30. Вон солнышко встало. Мы продолжаем. Что я вам хочу интересно рассказать и показать. Вот смотрите, в 19 веке вот на этой горке был казачий пост или казачий курень, как еще называется. Ну, находки это показывают, что здесь картечь попадается, осколки от ядер, пули минье. И смотрите, и в 20 веке на этой горке
советской армии были блиндажи. И вот маленькие такие находятся стрелковые ячейки. Я пошел по проволоке, которая идет по лесу, и она приходит сюда. Не знаю, может, в туре была какая-то радиосвязь. И то, что здесь были войска в советскую армию во время Великой Отечественной, это, говорят, патроны. То есть гильзы. Гильзы ППШ, гильзы Маузера, много ППШ. Это что-то крупнокалиберное. И также головная часть от снаряда. Она бронзовая, видите, как блестит, как золото. Вот так вот переплетение времени, веков. В 19 веке здесь находились войска, и в 20 веке здесь были войска. Посмотрите, какая красавица. Еще одна пуля Минье. Сделанная из свинца. Нижняя часть железная. Это вторая на этом месте. Да, видно, был хороший бой. Это уже однозначно. Жалко сплющенная. Хотелось бы хорошую найти. Так, у нас комары пошли. Так, где ты? Вот, у нас комары уже пошли. Мы продолжаем искать. Интересное место, очень интересное. Ребята, наш кизил растет. Я вам весной показывал цветочки. Вот плоды пошли кизила. Сейчас я вам покажу. Отлично, урожай будет хороший. Все, идем дальше. Вот у меня еще картечь. Как я и сказал, сейчас камера стоит по горизонту. Вот эта вся западная сторона, вот вниз идет, вот она усыпана вся картечью. Вот так горизонт картечью. Ходим, сейчас будем здесь смотреть, кружиться. Так, ребята, у меня еще одна пуля Минье. Я немножко ее почистил. Смотрите, какая она ужасная. В кого-то попала, и хорошо, наверное, попала. Так много пуль в одном месте я не находил еще ни разу. Да, видно, что прошел канал ствола. Вот видите, такая остатки от нарезки. Вот. И куда-то попало хорошо. Жалко, хочу хорошую, чтобы была. Ищем дальше. Все на одном месте. Вот кручусь, верчусь. Отлично. Хожу по склону, собираю картечь. Присел отдохнуть. И смотрите, глазами нашел. Отверстие сквозное. Поцарапал, это не керамика, это камень. Что-то древнее было. Видите, отверстие сквозное. И полированное. Вот это да. Интересно. Что это могло быть такое? Интересное место я нашел. Так, ищем дальше. Сейчас камера стоит в горизонте. Видите, какой склон? Вот такой склон идет наверх. Вот это красивое растение называется огонь трава. Если вы собираетесь на юг, никогда не рвите такие цветы. У вас будут огромные ожоги. Вот так выглядит огонь трава. Так что аккуратнее, не берите в руки ее. Ее очень много на поляне, вот на этой. Видите, очень много ее. Вон там, вон там. Везде ее много. Вот так.
У меня еще одна старинная вещь. Ножик. Ножик сильно уставший. Его со временем повело. Сейчас почищу и получше посмотрим. Ножик почистил, он очень тонкий ножичек, поэтому так его и повело. А может, это специальный такой филейный ножичек. Ну, видно, что кованый, старинный. Все, идем дальше. Спускаемся к автомобилю уже. Время уже 5 вечер, 5 часов вечера. Минут 10, 15, минут 5, 10, 5, 4, 5, 10, 5 утра. Так, сегодня у меня вот картечь. Вот это 2-й номер, а это 3-й номер. Остальные лежат в рюкзаке, и осколки от ядер тоже в рюкзаке лежат. И пули Минье. Вот это больше досталось. Куда-то хорошо залетело. Вот еще одна. Так много я уже не находил в одном месте. Странно, и больше ничего такого хорошего. Вроде место хорошее, но непонятно. Надо будет сюда прийти еще раз. На самой поляне невозможно ходить. Там у меня фонит металлоискатель, пинпоинтер. На этом все. Буду с вами прощаться. Не отключайтесь. Дальше я вам покажу камни и большие мегалиты. Всем пока. Смотрите камни. Сейчас иду и случайно нашел вот такие камни. Смотрите, какие мегалиты лежат, огромные. Такие огромные камни здесь лежат. Сейчас я сниму на фоне себя, и вы посмотрите, каких они размеров. Очень, конечно, красиво смотрится. Тут вообще огромный лежит. Да, вот это красота. Смотрите, какой мегалит нашел. И у него выступает вот такая часть. Сейчас я пройду и покажу вам. Видите, такая часть выступает. Интересно. Сейчас сбоку покажу. Вот так это выглядит сбоку, смотрите. О, блин, ребята, так это же мой трон. Сейчас посмотрим. Примерим сейчас трон.